Вообще тема психологических травм очень интересна для меня в том смысле, что я и сам первые свои психологические травмы обнаружил где-то в районе 18-19 лет. И было это по причине того, что у меня никак не могли начаться здравые отношения с девушками. У меня было много девушек. В моем классе, где я учился в колледже, это было 19 девочек, и я был один парень. Вот. И я никак не мог завести отношения. Дело в том, что у меня все были только подруги, но никак не было ничего более интимного, более близкого. А хотелось, знаете ли, хотелось в этом возрасте. И никак это не получалось. И я начал задумываться, а что же такое? Начал раскапывать и обнаруживал у себя раз за разом все новые и новые психологические травмы. Когда ты убираешь одну оболочку этих психологических травм, возникает другая, всплывает, точнее, другая, которая укрывала что-то более серьезное. И разматывая год за годом этот клубок из психологических травм, снимая эти слои психологических травм, я, можно сказать, становился более мудрее, может быть, более проще становилось общение, закрывались какие-то боли, какие-то проблемы уходили. Да, это не решало все проблемы, потому что психология такая история, проработка, что решая одну проблему, ты вскрываешь другую, за ней третья, четвертая, более глубокая, более интересная, более сложная. А так как я являюсь предпринимателем, каждый следующий вот этот вот шаг развития моего бизнеса, в частности, он связан как раз-таки с психологическими травмами. И очень интересно, как эти психологические травмы влияют на нашу личную жизнь. И в целом, как они влияют на нашу работу, на нашу деятельность, на наши отношения, на наш бизнес в итоге, на количество заработанных денег, в том числе влияет и уровень глубины наших проработок и этих наличия или отсутствия этих травм. Они, в принципе, есть, наверное, у 95 или 99% людей. Просто многие о них даже не задумываются и живут с ними, не подозревая, что именно они, именно эта нейронная связь, нейронная сцепка и контролирует нашу жизнь и направляет нас.